Привет, это Спрос. Сегодня я делаю кастомную сплит-клавиатуру на базе FairySweep Half-Swept. Очень интересный и новый во всех смыслах для меня проект. Никогда ничего в 3D не дизайнил, не заказывал и не собирал платы. Да и сплит-клавиатуру видел один раз у друга. Проект начался тем, что я провел небольшой ресерч, узнал о существовании FairySweep и выбрал модель Half-Swept. Прикол этой модели в том, что одну и ту же PCB можно использовать и для левой, и для правой части. Это поможет мне сэкономить на распечатке плат, чуть попозже расскажу как. Я хотел обрезать лишнее место на плате и наложить свой принт. Начал гуглить, как это делать, и нашел видос от вот этого мужика, который пошагово объясняет, как сделать именно это, именно на FairySweep клавиатуре. Короче, сделал как он и заказал с GLC PCB. Минимальный заказ это 5 плат. Если бы я взял другую модель клавиатуры, пришлось бы печатать 5 пар, то есть 10 плат в сумме. А так распечатка с доставкой стоила мне всего $5. Пока плата изготавливается, закажу компоненты с AliExpress. Список материалов есть на GitHub вместе с Gerber файлом платы. Старался собирать максимально бюджетно. Ссылка на репозиторий в описании. Я занимался 3D-моделированием в первый раз. Выбрал программу FreeCAD, она бесплатная, нетребовательная и интуитивно понятная. Я выложил модель на Printables, ссылку оставлю, она, возможно, не очень оптимизирована под печать, поэтому кто умеет, делайте ремикс. 3D принтера у меня нет, но я нашел объявление о печати на заказ, и мне напечатали за $4. Компоненты приехали, значит, можно начинать сборку. То ли я собирался ставить другие аккумуляторы, то ли мне прислали не те. Короче говоря, они не помещаются в паз, который был предназначен для них. Нужно проковырять побольше. Я паяльником срезал пластик, этого все равно видно не будет. Можно было бы, конечно, просто перепечатать, но снова тратить время на встречу и ожидания не хотелось. Еще вот эти гайки М3 не поместились, их тоже нужно рассверлить. У меня нет шуруповерта, поэтому я это сделал отверткой. Теперь помещаются, и их можно вдавить паяльником. Те гайки, что в торце, нужно вдавливать с вкрученным болтом, иначе пластик забьет резьбу. Вот эти отверстия в торце предназначены для магнитов. Я их вклеил суперклеем, а оставшиеся дырки замазал 3D ручкой. Я понял, что 2 магнитов в торце не хватает, и мне нужен 3. Первая мысль была вплавить магнит паяльником, но я решил загуглить точку Curie неодимых магнитов, и она как раз находится в районе 300 градусов, и он бы размагнитился. Поэтому я опять паяльником сделал паз и вклеил туда магнит. В любом случае, эти изменения уже будут внесены в модель, которая будет на Printables. Вот эти большие дырки, они для магнитов, и их нужно вклеить, соблюдая полярность, чтобы половинки могли магнититься. С помощью двухстороннего скотча и бумаги я скопировал размеры нижней части кейса, отметил места для отверстий и перенес это на резиновое покрытие от дешевого коврика для мыши, чтобы клавиатура не скользила по столу. А это приглашение в телеграм-канал. Переходите, у нас там уже свое комьюнити образовывается. Теперь перед тем, как приклеить, я хочу покрасить. А перед этим добавить еще одну деталь. Я подкрасил смолу акриловой краской и залил ее в логотип на нижней части. Я делал вещь, которую буду использовать каждый день, поэтому старался делать с душой. Теперь перед покраской нужно зашкурить. Закрываем все ненужное малярным скотчем и идем на улицу. Один слой грунтовки Cobra Primer для пластика. Два слоя краски Loop Asphalt.
и закрепляем все лаком Loop Matte Varnish. Теперь можно клеить коврик. Вы, наверное, заметили этот большой паз. Туда нужно приклеить подставку для телефона, чтобы клавиатуру можно было ставить под углом. Вроде все, можно приступать к самой клавиатуре. Берем плату, вот такая она у меня получилась. Лучше будет начать с мелких деталей, поэтому первым делом маленькая кнопка Reset. У нее нужно срезать этот маленький выступающий пин. Потом включатель-выключатель. Я сделал такой прикол, шипы из припоя. Возможно, не самая лучшая идея, но мне на тот момент захотелось так сделать. Выглядит прикольно. Мне это напоминает часы Alabaster. Далее от гребенок, которые шли в комплекте с микроконтроллером, нужно отрезать по одному пину. Контакт для батареи контроллера к плате паяться не должен. Мне было удобно запаять одну гребенку, следом запаять перемычки и запаять вторую гребенку. Кстати, да, на модели Half-Swept очень хитро придумана разводка, и поэтому нужно запаять перемычки на той стороне, на которой не стоит контроллер. Если что, я паяю так себе, поэтому разрешаю напомнить мне об этом в комментах. Потом TTRS-коннектор, на случай, если я решу использовать клаву по проводу. Важный момент, нельзя, чтобы клавиатура была подключена одновременно и к батарее, и к TTRS-джеку. Нужно выбирать либо одно, либо второе, иначе будет замыкание. Я его припаял на всякий случай, чтобы не паять потом, если захочу использовать по проводу. Паяем контроллер. Я видел, как собирают другие модели, собрал как у них и спалил его. Поэтому опять важное замечание, на обоих половинках контроллер компонентами вниз. Последнее, свечи. Я послушал, как они звучат на ютубе и решил взять Kyle Chuck Brown. Для клавы надо 34 свеча. В целях экономии я заказал 30 коричневых и 4 красных стрельнул у друга. Хотел сделать hot swap, но Melmax головки стоят дороже, чем сами свечи, поэтому припаяю прям так. Но перед этим я их смазал и сделал так называемый tape мод. Для мода нужно разобрать свич, приклеить тонкие полоски скотча на ушки, затем склеить в петлю и смазать все трущиеся друг об друга детали и пружинку. Собрать и обрезать, оставив небольшой кусочек скотча. Ну и проделать этот процесс еще 33 раза. Это медитативный процесс, хотя занимает целый вечер. Вообще, в комьюнити прослеживается нездоровая дотошность к подобного типа модам. Я видел, что советуют брать скотч от определенной фирмы и смазку в зависимости от силы пружины. Я скотч взял какой был, от M5 Stack, наверное, для этого они его кладут. А смазку взял самую дешевую силиконовую с Алика. С такой модификацией свечи начинают звучать приятнее и тише. Вот тест. Кстати, вот это приложение, это мой проект. Я по-быстрому выкатил MVP, чтобы обсудить с вами эту идею. Заценить можно по вот этому адресу. В хедере есть ссылка на форму обратной связи. Она маленькая, я бы хотел, чтобы побольше людей ответили. Ладно, это была шутка. Вот такой адрес. firecall.dev. Если что, это не клон MonkeyType. Суть проекта можете почитать в описании формы. Возможно, в будущем выкачу видос с процессом создания этого MVP. Ну, короче, ладно, не суть. Вернемся к клавиатуре. В телеграм-канале будет пост, там можно пообщаться, обсудить и разогнать идею. Некоторые свечи нужно чуть-чуть подрезать, чтобы они не мешали болтам. Теперь свечи можно припаять к плате.
Еще я вырезал прокладку из пененного материала, чтобы глушить вибрации. А затем приклеил ее на двухсторонний скотч к самой плате. И теперь можно припаять батарею через коннектор на соответствующие пины на плате. Батарею клею на вспененный двухсторонний скотч. Осталось прикрутить плату на винты М3 к кейсу или нет. Заметил, что 3 болтов в центре не хватает, и у большого пальца плата неплотно прилегает к кейсу. Принял решение рассверлить экстолит и кейс, а затем вплавить туда гайку. Теперь точно можно собирать. Время надеть кейкапы. У меня 30 из темного полупрозрачного пластика и 4 белые, взятые у друга, у которого я до этого брал свечи. Вместо хомин кейкапов я взял белую стразу и аккуратно приклеил ее туда, где она должна быть. А еще из пластиковой карточки я вырезал накладки на контроллер. Прикинул форму, вырезал, обточил, наклеил наклейки, и потому что эти наклейки у меня стираются, покрыл все это дело лаком. Она также клеится на двухсторонний скотч и фиксируется винтами для красоты. И еще один нюанс, точно так же нужно сделать еще один раз. Я наконец-то готов ее настроить. Я сделал для себя удобный конфиг на раскладке Colomag DH. Чтобы настроить под себя, нужно сделать форк моего репа себе и открыть его на вот этом сервисе. Зацените, вот такая фича есть в моей прошивке, которой больше ни у кого нет. Нужно пальцы сделать так и одновременно нажать. Ну и все, получается вот такой результат. Пользуюсь я около месяца, уже привык, крутая клава. Короче, лайки, дизлайки, комментарии, чекайте мой проект Firecall. Пока.